Уже хоть что-то появилось по поводу пятого эпизода. По названию видео вы можете сами все увидеть, что это не фейк и что разработчики хоть что-то нам дают понять. И хай народ, у аппарата как всегда несменный его ведущий, я Дэнфоб, а перед началом данного видео попрошу поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Ну и также не забывайте ставить колокольчик, вам не трудно, а мне приятно. Ну а я начинаю, погнали. Кто подписан на официальную группу ВКонтакте, то вы могли заметить, что разработчики буквально недавно кинули какую-то хоть информацию по пятому эпизоду. И там, я вам скажу, есть на что посмотреть. А давайте с вами и приступим. Что же там мы можем на что посмотреть? Привет, зайчики! Сегодня расскажем некоторые новости о работе над пятым эпизодом нашей игры. Мы, как разработчики, отлично понимаем, что вам интересует узнать, почему мы не делимся нашими наработками. Наша главная задача — сохранить интригу и не испортить впечатление от будущей игры. Мы не хотим спойлерить сюжет или раскрывать детали, чтобы вы, игроки, могли насладиться процессом прохождения и неожиданными поворотами сюжета. Также это помогает избежать копирования идей и сохранить уникальность нашей игры. Как вы уже знаете, мы усердно трудимся над созданием каждого эпизода, чтобы подарить вам захватывающую историю и незабываемое впечатление, и пятый эпизод продолжит традицию. Мы планируем сделать его одним из самых интригующих и поразительным в игре. В пятом эпизоде привычная схема сильно изменится, вариантов развития событий станет гораздо больше, чем пара веток. Вас ждут последствия ваших действий. Начиная с первого эпизода, это уже проявится в четвертом эпизоде. В концовке бабочка в животе. Даже больше интереса неожиданный, так что, пожалуйста, наберитесь терпения и ждите. Это с лихвой окупится. Вы нас знаете. Поскольку в нашей новелле каждая сцена режиссирована с большой любовью, а на экране в концовках будет много экшен, также производство гораздо дороже и дольше, чем просто поставить спрайт и фон. Предстоит нарисовать еще кучу нового арта, этим мы сейчас заняты. Попутно собираем все, что готово, а также активно используем заглушки, что дорисуем позже, и уже добрались до одной из концовок. В черновике это уже работает. Рады сообщить, что в пятом эпизоде визуальной новеллы «Зайчик» будет добавлено еще больше элементов хоррора. Мы хотим сделать игру пугающей до мурашек, чтобы вы почувствовали в себя частью этого мира и прониклись атмосферой первобытного страха. Спасибо за вашу поддержку и терпение. Мы искренне ценим каждого из вас и стараемся сделать нашу игру максимально интересной и волнительной для вас. И видим вот такой арт. Сейчас я вам его полностью покажу. И видим, что это у нас Алиса. Перед началом я думал, что это Волчик, но это оказалась Алиса. Видим, что она у нас во второй стадии. Первая стадия у нас это когда она обычная Алиса. А эта стадия, когда она голодная. Мы видим, что у нее какие-то появляются возле рта щупальца. И видим, что она разъярена, то есть злая, сердитая. Видим у нее звериный оскал. Глаза светятся белым цветом. И это выглядит очень пугающе, я вам скажу. То есть прям взгляд до мурашек. И что еще нового появилось? Ну, как всегда, всякие сходки, давайте их тоже рассмотрим, если хоть что-то в них тоже касается. Фотографии с автограф-сессий из Сайкона в магазине 28 уже готовы. То есть, видим, была автограф-сессия в магазине 28. Это, если что, там про комиксы и мангу. И, в общем, там была автограф-сессия. При желании вы могли были прийти и получить свой автограф на вашу мангу «Любовь, смерть и клубника». Получается, на обложке манги, то есть где белой стороной. И да, кто приходил получать автограф от Сайкона, могли получить бесплатно
комикс про Ромку и Бяшу против всех. И ведь он давался бесплатно именно, то есть если вы придете, принесете на автограф-сессию свой комикс. Ну или просто придете на автограф-сессию. Давался он бесплатно, в принципе, хорошее дополнение. Видим, народ был, не знаю, как много или мало его было, но все-таки, видим, по фотографиям люди были. Фотографий, конечно, не прям много, но все же есть. Если же было фотографий много, то в группе ВКонтакте мы бы это увидели. Так что не думаю, что прям человек так под 500 прям было. Может и было, кто знает, я не живу в Петербурге или же в Москве. Я не могу вам гарантировать то, что прям толпа там была. Если бы я был бы, то я прям попросил бы его дать интервью эксклюзивно на свой канал. Вот. Ну, а так, в принципе, это вся информация, касающая 5-го эпизода, то, что нам дают разработчики знать, то, что мы живы, мы что-то там делаем, но вы держитесь. И, в общем, это на этом как бы заканчивается от разработчиков какие-то либо отсылки, пасхалки, то, что 5-й эпизод все-таки разработки. Но что, я думаю, будет в 5-м эпизоде происходить? В основном, мне кажется, самая популярная ветка с Алисой сейчас будет делаться, потому что смотрю вот так по ютубу, и даже я сам так делал, прошел самую интересную ветку, это с Алисой. Ведь у каждого Тайни Банни ассоциируется с этим персонажем Алисой. Алиса, она как лицо этой игры, понимаете? То есть любой даже подтвердит это. Может быть, у кого-то лица игры ассоциируется Катя или с Антоном, или Антон в виде зайца. То есть у каждого по-разному, но большинство Алиса ассоциируется с этой игрой. И при упоминании Тайни Банни игры у вас, скорее всего, всплывает ее образ, как, например, у меня. Когда я общаюсь с людьми, которые играли в эту игру, интересуются с этой игрой, есть парочку, то есть людей, с которыми мы общаемся на эту тему, у меня всегда всплывает образ Алисы. То есть ни Антон, ни Катя, ну Катя так моментами, когда если за нее идет речь, или там Хозяин леса, или Оля, или кто-то еще, и вот именно Алиса. Напишите в комментариях кодовое слово Алиса из Тайни Банни, то есть кодовые слова, и я буду знать, что до этого фрагмента вы досмотрели видео. И мне будет очень приятно, то есть я делаю ролик не зря и что-то вообще, то есть пытаюсь выкладывать на YouTube, и по поводу Тайни Банни вам это интересно. И мне будет очень приятно, я вам поставлю эксклюзивно лайк от автора, то есть это именно эксклюзивный лайк от моего канала. Ну и что еще дальше? Скорее всего будет именно это. Ветка сейчас делается, ведь мы с вами до этого читали и видели, что одна ветка сейчас на заглушках, скорее всего это с Алисой, самая популярная ветка. Ветка изгоя по ютубу или еще каким-то там видеосервисам я не замечал, если честно, то есть, например, даже на Рутуб выкладывали, но изгой он прям не особо такой популярный, получилась ветка. А вот ветка с Полиной, она на втором месте. Другие же ветки пока что как бы ничего сказать не могу. Вот самая популярная ветка, по моему мнению, как у вас, я не знаю, но у меня на первом месте стоит ветка с Алисой, второе место это с Полиной, и третье место это изгой, то есть ветка Dead Inside. То есть когда все чмырят, он против всех, то есть ему все равно что происходит, для него друзья только звери, и скорее всего именно с этой веткой он станет полноценным зайчиком. И он будет как те самые звери, которыми он познакомился: Медвежутка, Вовчик, Совушка и Алиса. Сможет также менять облики. Да, кстати, мы знаем то, что сова умела перевоплощаться в Олю или в Бяшу. То есть, скорее всего, если Антон примет ветку изгоя и станет полноценным зайчиком, он сможет делать такие же правдоподобные фокусы, скорее всего, именно так и есть. Ну а с Полиной мы, скорее всего, получим вторую половинку Полины и все. То есть Полина будет его половинкой. И как бы у нас не будет друзей Бяши или Ромки, а возможно что-то там произойдет. У нас будет и друзья, и по сути девушка. Ну и еще сами разработчики дают тот факт, что Катю полностью не сливают, то есть у нас будет шанс ее спасти, и будет шанс, скорее всего, сделать ее второй половинкой Антона. Так что тоже как бы можем надеяться на то, что ее не слили. Так что не стоит расстраиваться по поводу Кати, то что
мемы сейчас как бы поутихли с Катей, но все-таки я вам скажу, что ее полностью не сливают. Скорее всего, будет такая же концовка, как Happy End, то есть все счастливы, никто не пострадал, всех нашли, и как бы на этом все. Ну, говорили, якобы сами разработчики, будет то ли 8, то ли 10 концовок. Вот как-то вот так вот. То есть ждем, народ, ждем. Ну, а у меня как бы все. На этом информация заканчивается. Извините, да, что смог найти то, что нашел, то вам и показал. Да, до этого посмотрите мои ролики. Я был в автосервисе центра КАИ. Посмотрите, какая там машина офигенная. И бои, кстати, тоже классные тачки. Ну и про ролик я не помню, сейчас выложил или нет, про Drift Head. Был, кстати, да, в Самаре, возле торгового центра Амбар. Мероприятие было отличное. Посмотрите, побудьте со мной, как бы частично, но вы побудете на этом мероприятии. А у меня на этом все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.